Добрый день! Вы находитесь на канале Татьяна Мин, Астрологи и Тарот. И это прогноз для знака зодиака Стрелец на ноябрь 2022 года. Итак, что ждет всех стрельцов в ноябре? Я беру 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, что ждет стрельцов в ноябре? Первая карта. Это карта восьмерка мечей, да. Ну, в партнерских отношениях есть какие-то проблемные моменты. Такое впечатление, что вы тянете на себе до последнего какие-то отношения, какую-то ситуацию в этих отношениях, либо даже какого-то конкретного человека, потому что, видите, здесь изображен такой полугиппопотам, полулев, но главное, что у него на нем сидит крокодил, и он как бы идет и не скидывает его, да, также и вы, возможно, уже понимаете, что отношения отжили себя, либо какая-то ситуация в отношениях, но вы все еще не можете от этого избавиться. Все еще вот это у вас присутствует в вашей жизни. Мы сейчас еще откроем другие карты, посмотрим, что здесь может быть еще как-то прояснится эта ситуация. Король кубков выходит в финансовом секторе, в финансовом и интимном секторе. Ну, конечно, мужчина здесь может быть показателем источника финансовых каких-то средств, да, мужчина, с которым вы имеете дело в плане денег и в плане сексуальной, интимной жизни тоже. Этот мужчина может быть таким очень творческим, дипломатичным. И здесь может быть, конечно, несколько вариантов развития событий. Да? Например, если вы женщина, то у вас может быть такой интимный партнер, который будет очень ласковый, нежный, любящий, который всегда найдет слова, или даже без слов вы будете понимать с ним друг друга, потому что это водный король, да, то есть это всегда воздействие на подсознание, даже какие-то манипулятивные моменты. Ну а если вы сам мужчина, да, то в вашем случае это может означать либо работа, может быть начальник какой-то, который будет вас, допустим, просить как-то подработать, либо приглашать на какую-то работу, либо вы сами можете выступать в роли этого мужчины и действовать как-то вот в плане финансов очень так, ну не то чтобы хитро, но в принципе правильно, довольно-таки дипломатично. Здесь вы можете понять, как правильно подойти к женщине, как склонить ее на свою сторону, как добиться с ней интимности, потому что вы, несмотря на то, что вы водный король, да, в ноябре, у вас здесь будут показатели еще и пентаклевого короля, потому что все-таки это сектор финансов, да, то есть у вас будут и обаяние, и деньги, и все для того, чтобы как-то вот полностью в этом плане чувствовать себя хорошо, да, как король. Здесь, кстати, заметьте, у короля 2 сосуда. Это тоже говорит о том, что он знает, как найти выход из любой ситуации. Может быть, даже у кого-то здесь не одна женщина будет, а может быть, вы будете иметь помимо жены какую-то женщину, такое даже тоже может быть. Но мы сейчас еще откроем другие карты и посмотрим, что здесь может быть. Карта «Мир» выходит в 3-м секторе, и 3-9 сектор — это вообще сектор вот этой как раз карты старшего аркана «Мир». И это может говорить о поездке, о получении визы, либо о запросе каком-то там, загранпаспорте, в общем, любые вот такие даже дальние поездки, вплоть до переезда. И
Карта очень благоприятная. Она говорит, что вам можно и переезжать, и задумываться о чем-то таком. Может быть, кто-то будет получать высшее образование, либо получить диплом, какие-то такие документы важные очень, которые дают вам право заниматься какой-то очень широкой, новой, обширной деятельностью. Поэтому здесь нужно развивать круг своих знакомств, общения, нужно ездить как можно больше, знакомиться с людьми. Всю информацию, которая к вам поступает, обязательно принимать, рассматривать, учиться. Может быть, для кого-то это покупка автомобиля. Если это автомобиль, то, скорее всего, не производство вашей страны, да, какой-то иностранный автомобиль, либо другой какой-то вид транспорта тоже. Благоприятно для изучения иностранных языков, у вас будет много общения с иностранцами, ну, как я уже сказала, возможно, даже поездка, потому что мир — это очень карта такая широкая, расширение ваших горизонтов, новая какая-то жизненная философия, даже новая религия, все, что с этим связано, поэтому я думаю, что вы вообще, стрельцы, любите все такое новое. И вот в ноябре у вас будет возможность как-то полностью свои знания передать и другим людям, и взять у других людей тоже, найти, может быть, какого-то учителя, может быть, и самому выступить в роли такого человека, учителя, судьи даже в каком-то плане, человека, у которого буду спрашивать совет. По семерке жезлов здесь у вас что-то со статусом, я вижу, в том плане, что, может быть, вы на работе, либо в каких-то ваших дел в бизнесе, да, сражаетесь с какими-то мнимыми или реальными врагами. Здесь могут быть какие-то препятствия в том, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, либо на вас навалится слишком много какой-то ответственности, и вам будет казаться, что вы один совсем справляетесь, либо одна, и что вот как будто вам больше всего нужно. Это может быть так и быть и в семейных вопросах, и в вопросах карьеры на работе тоже, да, может быть, вас оставят за начальника, или вам придется самой что-то много делать. А вот эти две карты вместе могут нам говорить о том, что вы как будто тянете на себе какие-то отношения, либо вы, ну как-то, да, это может говорить о том, что ваши отношения, ваш статус, либо что-то вот такое в отношениях очень вас напрягает. Много там препятствий каких-то, много каких-то либо нерешенных вопросов. Здесь может быть что угодно, несколько вариантов даже может быть. Я еще хочу открыть все карты, может быть, потом еще как-то прокомментировать. Десятка жезлов. В целом карта неплохая, она говорит, что если у вас есть бизнес, какие-то свои дела, то вы на правильном пути, вам нужно идти дальше, несмотря ни на что, не останавливаться, вы близки к успеху. То же самое можно сказать о ваших детях, если они чем-то занимаются, может быть, хотят бросить, то здесь не нужно этого делать, да, тяжело, но стоит прислушаться, присмотреться. Если, например, ваши дети говорят вам, что они чем-то хотят заняться, а вы не видите в этом ничего интересного, то, может быть, нужно как-то вот прислушаться к чему-то, к интуиции, да, потому что здесь они, скорее всего, на верном пути, а может быть, они тоже не знают, как, но все равно даже вот сам поиск каких-то хобби, каких-то новых дел, поиск их, это уже плюс. Десятка жезлов — это хорошая карта, на мой взгляд, потому что мы можем достичь успеха всегда в любых, да, начинаниях, только когда мы сужаем круг наших интересов, точно бьем в одну цель, да, это вот карта такая, есть здесь отголоски Козерога, Сатурна, когда мы должны идти точно в одном направлении, даже, возможно, отказываться от чего-то другого. Вот, может быть, даже наши близкие и родные нам говорят, что зачем тебе это нужно, да, в какой-то бизнес, там какое-то творчество, которое вы делаете, что это вроде бы не приносит результата, или вы, может быть, много времени тратите на какое-то ваше хобби, но по этой карте останавливаться не нужно, потому что вот он держит эту башню, и еще чуть-чуть, и он поставит ее, да,
То есть она не падает, это не аркан башни, это 10 жезлов. Так что вы на верном пути. 112 сектор, да, сектор тайн. И, конечно, здесь такая карта несет несколько тяжелую энергетику. Хочется дополнить ее еще другой картой, потому что что здесь имеется в виду? Может быть, вы судите себя за что-то, а может быть, вам в ноябре придется платить по каким-то долгам, которые давно откладывались, и сейчас к вам вернутся эти долги, эти люди там, да, или какие-то ситуации кармического характера. Тройка кубков. Но здесь, может быть, вы в душе знаете, что вам нужно на что-то решиться, а все еще не можете решиться, и как-то так ведете себя несерьезно относительно каких-то очень серьезных дел. Вы откладываете какое-то важное дело, принятие какого-то важного решения, но в ноябре оно будет напоминать о себе опять и опять, и как бы вы не хотели от него уйти, оно все равно будет, вы будете много думать об этом. Возможно, ситуация не решится, да, какая-то вот, я не знаю, что это может быть. Это может быть ситуация либо с долгами, как я уже сказала, либо даже связана с вашим здоровьем, либо какие-то дела, даже судебного характера в том числе, может быть, какие-то разбирательства. Но вы почему-то не хотите решать эту ситуацию, вы хотите ее свести на нет. Я не знаю, что это может быть, может, напишите в комментариях. И до сих пор либо вы, может быть, просто не знаете по двойке жезлов, как лучше вам действовать. И прикидываете, что как бы ничего нет, но на самом деле что-то необходимо делать здесь. Интересно. Давайте возьмем совет из колоды Moonology, либо не хотите отдавать какой-то долг. Так, а что колода Moonology? Новая луна в знаке зодиака Рыбы. Угу. Ну что тут можно еще тоже дополнить, потому что Рыбы такая карта, полная луна. Ну здесь такое впечатление, что вы как-то то идете очень четко к своей цели, да, и у вас есть там понимание относительно работы, заработков, таких основательных каких-то жизненных вопросов. А с другой стороны, такое впечатление, что вы иногда уходите в мир мечтаний, грез и хотите от конкретных дел отойти. Будет вам постоянно напоминать о себе и работа, и отношения, и дети, там, да, какие-то, в общем, ваши обязательства. Даже всплывут какие-то старые долги у вас. Несмотря на то, что вы, может быть, захотите там быть вот этим королем, когда все так легко даются деньги, легко даются отношения, и вам захочется как бы в такую зону комфорта быть постоянно. По карте мир хочется куда-то уехать, как-то поездку какую-то совершить, а вы не можете, потому что у вас одно за одним какие-то дела возникают. Потому что, почему они возникают? Потому что вы вот по десятке, по семерке, то есть, да, жезлов, вы как-то чувствуете себя один в поле воин, который вы почему-то думаете, что вы должны сами все это решить. А почему вы так думаете? Интересно, да? Давайте возьмем одну карту на 10-й, 4-й сектор. Что тут имеется в виду под семеркой жезлов? С чем вы сражаетесь? Семейная карта, 10 пентаклей. Интересно, как будто вы сражаетесь со своей семьей, со своим статусом, с какими-то обязательствами относительно семьи. Может быть, вы не хотите брать на себя какую-то финансовую ответственность. Да, это очень может быть семейный бизнес, не хотите брать ответственность над родителями, не хотите брать, там, переписывать, например, на себя какое-то имущество, может быть, чтобы не платить налоги или что-то вот такое. И в работе тоже как-то, не знаю почему. 10 пентаклей, карта благоприятная. Она говорит о каких-то финансовых, о больших финансах даже иногда, об ответственности, о семейном укладе, да. И вот эта карта тоже, полная луна в Тельце, тоже говорит, что что-то подходят, какие-то деньги к вам, большие деньги, но почему-то вы как будто бы находите
ну, как-то несерьезно пытаетесь уйти от действительности, да? Я не знаю, может быть, вам помогут медитации по карте рыбы и по карте мир. Может быть, вам нужно привести свои мысли в порядок, вам будет как-то тяжело собраться, чтобы снова продолжать свои дела, бизнес, что-то будет вас отвлекать, да, какие-то обстоятельства будут так складываться. Здесь может быть такое, что вам надо решать проблемы, а у вас постоянно какие-то там друзья. Я не знаю, почему-то вы не решаете ваши вопросы в ноябре. Но, с другой стороны, я могу предположить, что это из-за того, что у нас ретро-Марс, и ретро-Марс, он дает такое чувство, когда мы хотим много всего сделать, и мы затрачиваем огромное количество энергии, но никакие дела не продвигаются. Может быть, у вас будет такое по семерке, да, жезлов здесь, что вы делаете много, вы один бежите, там, все берете на себя, а никак не двигаются ваши дела. Поэтому, может быть, здесь стоит вам сначала как-то все получше обдумать и начинать только то, что даст плоды, действительно, что не все пойдет так, как вы планировали. Либо что-то вам будет так обстоятельства складываться, что вы не сможете продвинуть ваше дело, либо вы просто сами будете его тормозить в связи с тем, что вы просто вот энергетически не способны, не настроены на практическую часть решения вопроса. Вот такой расклад для вас, тельцы. Возьмите все самое лучшее отсюда. Вы можете даже написать в комментариях, что все самое лучшее, услышанное здесь, в этом раскладе, я принимаю для себя. Я надеюсь, что у вас сбудется только то, что нужно. Желаю вам всего самого замечательного в ноябре и вообще всегда. До встречи на моих новых видео. Всем пока!